Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим, что думает, что чувствует ваш мужчина. Сделаем на две позиции. Пока можно выбирать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать с единичек. Так, сигнификация. Что у нас по мужчине? Знаете, вижу проблемы с выпивкой, если честно, уже в сигнификации. Очень склонен совершать ошибки данный мужчина, да, за которые он совершенно не любит брать ответственность, да, какую-либо. При этом любит себя показать, да, очень такой страстная натура, очень чувственный, да, эмоциональный, любит, в принципе, быть в отношениях, да, то есть он не привык быть один совершенно, когда он в одиночестве, он как раз, видимо, заливается алкоголем, можно так сказать. При этом, знаете, очень, повторюсь, чувственный, да, очень легко его обидеть, как-то, знаете, затронуть его душу, да, его сердце, скажем так. При этом, знаете, с ним довольно легко разговаривать, да, то есть о чем-либо можно поговорить запросто, он может и поддержать, да, но и того же будет ждать от вас, да, то есть чтобы вы его также в разных ситуациях поддерживали, если он вас как бы выслушивает. Так, давайте посмотрим, о чем вы думаете, да, в этих отношениях. Так. Ну, знаете, для вас это все очень тяжело, да, то есть это большая разница у вас с этим мужчиной, да, именно по характеру, скажем так, да, и по мировоззрению. При этом вы уверены, что данный мужчина как-то вас предает, да, что в принципе вы его ревнуете. Он, знаете, вы считаете, опять же, что ходит по другим женщинам, да, особенно когда напивается где-либо, да, то есть здесь действительно происходит вот именно такой момент, да, что вы думаете, что он вас предает, да, то есть здесь существует очень сильная неуверенность именно с вашей стороны в этого мужчину. Так, давайте посмотрим чувства ваши, да, что же вы чувствуете к нему. Знаете, очень сильная любовь, да, вижу, очень сильные чувства у вас к этому мужчине. При этом надеетесь все-таки на длительные отношения, да, то есть, ну, здесь и понятно, на самом деле ревность из пустого места как бы не возникает, поэтому здесь понятно, что вы действительно к нему очень многое чувствуете, да, и хотите, чтобы он, знаете, больше о вас заботился, больше проводил с вами времени, да, то есть не уходил куда-то там в бар, да, или паб, или с друзьями там, да, грубо говоря, футбол посмотреть и выпить, да, то есть вы здесь чувствуете себя очень одиноко, и ваши чувства, конечно, подрываются. Вам попросту обидно, что мужчина не видит, как вам плохо, да, не видит вашей заботы о нем, и просто куда-то уходит проводить время в одиночестве. И, конечно, отсюда еще, повторюсь, и ревность. Так, давайте, что же он думает обо всем этом, да, его мысли. Так, знаете, уходя, он просто коротает время, если честно, потому что жизнь у него скучная, да, по крайней мере, он так считает. Но есть хорошее но. Посмотрите, у него к вам очень сильные чувства, понимаете, то есть на самом деле действительно можно сказать, что он вас любит, да, то есть он к вам испытывает прям спектр эмоций, да, то есть действительно данный мужчина не хочет вас оставлять, хочет, конечно, радовать, но опять же в меру своей вот этой зависимости алкогольной, да,
скажем так, небольшой, он старается, да, то есть он старается, но не всегда это получается, опять же. При этом, знаете, в мыслях у него сейчас ищет какую-то либо подработку, да, либо новую работу, потому что столкнулся с материальными проблемами, да, которые он сейчас решает. Скорее, вы даже знаете об этих проблемах, да, может быть, заметили, что мало, да, денежек приносит, да, то есть либо уже на работу-то не уходит, по сути, да, то есть проблема именно такая возникла. Но сейчас он как бы в поиске, понимаете, в поиске, пытается заработать, то есть руки не опускает. Но, опять же, он не всегда, как выяснилось, уходит куда-то выпивать, да, как вы считаете. И не всегда уходит проводить время с друзьями. На самом деле он ищет действительно метод заработка и как порадовать вас, да, в том числе. Потому что есть и чувства, да, и какой-то, знаете, элемент ответственности. Поэтому здесь как бы вот такая ситуация. Так, давайте чувства его поподробнее посмотрим. Но, видите, забота очень сильная, чувства прям очень большие, понимаете, здесь еще видно, что вы друг друга знаете довольно давно уже, да, то есть, может быть, вы даже муж и жена, я вам так скажу, потому что очень сильное знакомство, да, то есть оно очень долгое, и вы знаете действительно друг друга. Поэтому сейчас данный мужчина, он действительно пытается раздобыть материальные блага, да, то есть как-то упущенную возможность снова поймать, понимаете? И все это делает, ну, посмотрите, опять, во имя любви, во имя чувств, да, то есть на самом деле, хоть он и пристрастился к алкоголю, да, тем не менее он всегда думает о вас, и измен нет, потому что, судя по чувствам и мыслям, он даже об этом, если честно, и не думал, да, так что здесь прекращайте думать, что он как-то вам что-то там плохое делает, когда уходит, это совершенно не так, то есть мужчина, да, с плохой привычкой, но пытается выбраться из этой всей ситуации, да, пытается как-то вас порадовать. Так, давайте посмотрим, почему так случилось, да, что же произошло в прошлом, что такое как бы получилось у нас. Интересный момент, знаете, как бы ни было странно, но потерял он материальное свое, да, сказав такое ощущение лишнего. То ли было застолье, да, то есть где сидел либо начальник, либо кто-то приближенный к начальнику, да, и он попросту сказал лишнего, немножечко выпив. Опять, кстати, виной, смотрите, вот алкоголь, да, то есть здесь у мужчины действительно это как такой порок сильный. И что касается, опять же, чувств, да, ваших отношений, конечно, в прошлом он был более страстным, более, знаете, добивался, были цели какие-то. А сейчас, ну, на протяжении как бы многого времени, да, все это, конечно, поутихло. Любовь осталась, но страсть поутихла, понимаете. И здесь, конечно, поэтому отношения, они как бы есть, причем у вас достаточно хорошие отношения, но они немножечко поутихли, да, то есть былой страсти уже, конечно, нет. И плюс вот это вот пристрастие именно к алкоголю. То есть, к сожалению, оно действительно, ну, сделало вещи похуже, да, то есть и с работой не лады в материальном плане, да, и при этом отношения немножко стали такими вот подозрительными, да, когда мужчина куда-то уходит, конечно, что остается женщине, да, думать, куда он ушел, зачем он ушел и прочее. Будущее. Знаете, в отношениях все будет замечательно, сразу вам говорю, потому что хоть у вас сомнения появились, да, насчет того, что делает ваш мужчина, но он всегда будет их опровергать, и на самом деле он ничего плохого не делает, правда.
Вот, поэтому здесь будущее есть, оно стабильно, конкретно ваших отношений. Но что касается работы, да, здесь элемент такой напортачит, будет как бы наказан. Вот так вот вам скажу. Да, то есть здесь ему нужно все-таки убирать вот этот алкоголь, да, потому что если он опять с кем-то немножко выпьет, может сказать лишнего, да, то есть здесь все будет по такой вот, знаете, честности. Сказал что-то не то, ну, конечно, ему хорошего никто ничего не сделает, понимаете, то есть здесь ему нужно держать себя попросту в руках. Совет. Знаете, здесь совет прост. Нужно, во-первых, перерубить вот эту связь с алкоголем, потому что она мешает действительно жить данному мужчине. Вы посмотрите, какой он может у вас как бы быть. Да, он и был таким до связи с лишним алкоголем, скажем так. Вот, он многого добивался, ставил цели, но сейчас это все попросту исчезло. Поэтому здесь, ну, необходимо просто, знаете, попробуйте с ним поговорить насчет этой темы, да, он пока, по крайней мере, будет вас слушать, да, это не такой вот незаконченный алкоголик, да, это человек просто стал часто выпивать. Нужно узнать причину, понимаете. Вы, поскольку его долго знаете, вы долго в отношениях, да, спросите, что случилось, чем тебе помочь, да, может быть, он действительно чувствует себя одиноко, да, может быть, данный мужчина не знает, как решить проблему, да, сложившуюся, потому что у него здесь, судя по картам, есть такая вещь, он все пытается решить сам, понимаете, как настоящий мужик, но каждому мужику на самом деле нужен хороший совет, да, и поддержка, особенно жены, понимаете. Так что здесь необходимо с ним поговорить, поддержать, и тогда все действительно будет хорошо. Что касается ваших отношений, они стабильны, да, может быть показаться немножко рутинно, но хорошие, стабильные отношения, да, просто сейчас что-то вот так вот пошатнулось именно в плане работы у мужчины, да, поэтому это выбило его из колеи. Но с вашей поддержкой по совету вы совсем сможете справиться. Так, давайте переходить к двоечкам. Посмотрим. Так, что у вас за мужчина, двоечки? Так, интересно. Знаете, здесь есть элемент нарцисса, довольно сильный, хочет при этом очень сильно детей, данный мужчина, да, то есть при этом, чтобы слушались всегда его, и чтобы ему подчинялись, да, можно даже так сказать. Он довольно мстителен, довольно жесток, да, здесь прямо есть такая, знаете, пассивная агрессия, когда вроде бы поссорились, мужчина ничего не ответил, да, и попросту замолчал. Но потом он начинает, вспоминая весь этот разговор, каким-то образом мстить, да, может быть, как-то дерзить, потом резко отвечать, да, то есть делать какие-то, может быть, подлянки, да, когда вы его о чем-то просите, он берет, делает совершенно наоборот, вот что-то вроде этого. При этом, знаете, очень сильно любит себя, понимаете, то есть здесь мужчина прямо заботится в основном только о себе, если о ком-то другом, это будет, ну, прям что-то из разряда фантастики, то есть на самом деле мужчина сам себе на уме. Так, что же вы думаете об этих отношениях? Именно вы. Так. Знаете, вам нравится очень сильно внешность данного мужчины. То есть здесь больше физическая сторона. Потому что вам нравится с ним веселиться. Вы совершенно не хотите задумываться о каких-то будущих отношениях, да, в принципе, о будущем с этим мужчиной. Вы, в принципе, согласны с тем, что все идет
как идет, да, вот как оно есть, пускай оно так и остается. Здесь, знаете, еще у вас в мыслях вам даже больше хочется какую-то краткую связь с этим мужчиной, нежели какую-то длительную, да. То есть вам именно нравится веселье с этим мужчиной, да, и нравится именно веселье в этих отношениях. Так, давайте посмотрим ваши чувства. Так, ну, по чувствам, знаете, здесь у вас их попросту нет к этому мужчине, я вам так скажу. Вы даже показываете свою волю, да, очень тяжело вам с этим мужчиной в принципе в отношениях, говорить с ним тяжело, слушать его тяжело, да, то есть здесь идет такой вот странный элемент, что такое ощущение, именно вы им пользуетесь, да, прежде всего не мужчина, а вы, да, и вы его выбрали просто, чтобы проводить с ним время, да, быть в таких вот именно кратких отношениях, да, потому что вы понимаете, у вас прямо в чувствах это есть, да, что данный мужчина является очень проблемным, у него очень большой, знаете, такой мешок всех этих проблем, и вы это видите и чувствуете при этом, да. Поэтому с вашей стороны здесь, если честно, я не вижу каких-то чувств, любви тем более нет, да, то есть и вам даже тяжело, когда вы остаетесь наедине с этим мужчиной, да, то есть, но пользуйтесь именно его красотой, вам нравится физически очень сильно, да, и просто нравится вот это вот веселье, которое он выдает, да, особенно когда вы с ним встречаетесь где-то, ну, в разных там местах, может быть, ходите куда-то, да, то есть здесь просто вам нравится он как компаньон, вот так, а не как мужчина, с которым можно строить семью. Его мысли. Так. Ну, если честно, он себя считает прямо, знаете, таким творцом, потому что считает, что вы без него не можете, считает, что вы на него просто залипли, на его красоту, что весь он из себя такой, да, при этом его радует, знаете, такая интересная вещь, что вы готовы за него заплатить. Понимаете, вы готовы за него заплатить, чем-то угостить, да, и, собственно, ему это нравится очень сильно. И он считает, что он это заслуживает, и ради этого он, в принципе, создан и ходит с вами. Вот, поэтому здесь в мыслях у него, знаете, просто присутствие, опять же, да, и наслаждение самим собой, если честно. Да, то есть ему нравится, как вы на него смотрите, да, что вы его обожаете, скажем так. То есть, ну, типичный такой нарцисс, который еще с элементом, знаете, такой вот агрессии, если ему что-то не нравится. Чувства. Ну, знаете, у него чувство больше к моменту, когда вы на свидании, когда вы его чем-то кормите, когда вы ему делаете подарок, когда вы говорите, какой он классный, да, то есть на самом деле конкретно к вам чувств у него нет, я вам так скажу. У него есть чувство только к себе любимому, вот так вот. Поэтому здесь, если честно, другого даже и не скажешь, потому что действительно данный мужчина просто всегда думает о себе, думает о выгоде, да, думает о том, как бы ему, кстати, не работать, да, а просто получать за то, что вот он такой, как есть, какие-то подарки, возможно, деньги, да, то есть что-то в этом роде. Но, если честно, у вас отношения больше пользовательские, да, что он вами пользуется, что вы им пользуетесь, да, то есть здесь нет любви, нет вообще никаких чувств, кроме действительно физиологии, понимаете, то есть просто вот понравились красотой и, собственно, на этом все. Так, посмотрим, что же привело вас ко всему этому. Знаете, конкретно вас показали, привело у вас сильное одиночество. И привело также то, что у вас были отношения до этого, и все они были неудачными. Здесь вы решили просто уже расслабиться, перестать искать, да,
и просто, скажем так, заняться, ну, физическими потребностями, назовем это так, да, то есть здесь действительно не особо вы искали любви, да, то есть не особо ждали каких-то чувств и, собственно, нашли такого рода мужчину, да, то есть именно такая ситуация. Но в основном это разочарование с вашей стороны от прошлого, да, полное разочарование, в принципе, от мужчин, да, потому что любили довольно сильно, это видно в прошлом, но, к сожалению, случилось предательство. Что касается мужчины, да, нынешний мужчина, но, если честно, его карты даже не особо хотят показывать, потому что он, ну, называется проходняк, вот так скажу, да, то есть он вот для чего-то просто вот приходит такой тип мужчин, да, им пользуется, он пользуется, и он уходит, да, исчезает, просто дальше идет по таким же отношениям и ситуациям. Будущее. Интересно карты говорят для вас, да. Не пускайте совершенно хорошего мужчину в свою жизнь, понимаете? То есть, конечно, вы сейчас на отдыхе, назовем это так, от прошлых бурных отношений, от долгих отношений, да, пытаетесь снова почувствовать любовь, да, пытаетесь снова дать волю эмоциям, чувствам, да. И здесь в будущем, если честно, Вселенная вам приготовила хорошие отношения, понимаете? Она приготовила такого принца, не нынешнего мужчину, да, а другого, потому что нынешнего карты даже не берут в расчет, они рассказали, конечно, о нем, но тут уже все понятно, да, про этого мужчину, что он просто является таким, что-то наподобие любовника, просто вот так можно сказать, но не для серьезных отношений. Вот. Но в будущем вас ожидает, вы его увидите, да, этого мужчину, действительно вы его даже почувствуете, и как раз, возможно, вспомните этот расклад, потому что здесь мужчина появится, вы его прямо почувствуете, и вам придется делать выбор, да, то есть либо отказ от вот этих отношений, да, с этим мужчиной, да, который у вас сейчас, и полностью попробовать новые отношения, либо остаться на нынешнем этапе, да, если, опять же, вы не захотите более длительные отношения. Ну, это, знаете, вопрос именно выбора остается в будущего. Вот, то есть здесь именно показали таким образом, что мужчина просто появится, да, то есть может появиться либо на работе, либо на улице, да, вот конкретного места не сказали, но вы обязательно это почувствуете, что это ваш человек, что это действительно мужчина, с которым стоит начать отношения. Дальше уже будет выбор зависеть от вас. Совет. Знаете, совет не опускать руки, да, потому что Вселенная видит, что вы это сделали, да, и она советует вам не расстраиваться, прежде всего, да, все, что было в прошлом, оно в прошлом. Это опыт, стоит воспринять это так. И постарайтесь не упустить шанс вот этого будущего, потому что отношения будут действительно стоящими, да, действительно с хорошим мужчиной, и Вселенная всячески будет на это намекать, и она уже намекает, да, говоря о вашем будущем, да, и все-таки по совету вы подумаете, да, опять же, перед выбором, который вам предстоит сделать в будущем, да, с новыми отношениями и с новым мужчиной, подумайте, что не так-то все на самом деле плохо, да, и если воспринять все прошлое, да, прошлые отношения, прошлые неудачи с точки зрения именно опыта, да, то в принципе вы будете готовы действительно идти в будущее. И что самое еще главное, жить в настоящем и получать действительно стоящие отношения. Потому что Вселенная, не переживайте, она помнит о вас, да, и она действительно желает вам помочь. Поэтому насчет этого подумайте обязательно, да, и не забывайте, что скоро вам предстоит сделать выбор. Ну, судя по картам, если честно, думаю, вы выберете все-таки длительные отношения, да, с любящим вас мужчиной, нежели этого нарцисса, с которым вы сейчас находитесь. Поэтому, ну, выбор всегда за вами, да, повторюсь.
Карты могут дать только совет, да. Ну, у меня на этом все. Да, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам действительно помогут. Не забывайте подписываться на канал. Буду всем очень сильно рад. Также я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.